Привет, братья и сестры! Сегодня фильм «Зовите Витю». Философия, обзор этого фильма «Зовите Витю». Это не фильм, а сериал. Кто я такой? Меня зовут Тедас. Ну и теперь будем обзорчик, потом философия про этот фильм. «Зовите Витю». Оригинальное название «Зовите Витю». Год выпуска 2026. Жанр комедия. Выпущена Россия. Кён. Режиссер Денис Тепичев. В ролях. В ролях красивая девочка, да, как всегда. И красивые мальчики. Все, Потом не так скажу, я на русском языке имел двойка, знаете, потом обижаться будет, пацаны крутые. Что ты неправильно сказал? В ролях Илья Соболев, Александра Бортиш, Ринал Мухаметов. Извините, блядь, если неправильно сказал, знаешь, на русском языке двойка, братюха. Кто я такой? Кто я такой? Все спрашивают, кто я такой? Меня зовут Тедас, я родился в Литве, в городе Каунас. Скажете Ковенскас? Нет, я не Ковенскас, живу по Невежи. Скажете, тогда чебурек? Нет, я не чебурек, я литовский диванный король Тедас. Служил следователем полицейского управления Посвали, скажете мент. Не мент, я пацан. Так вот. Я имел звание лейтенанта, до капитана не дослужил. Сказал одну, знаешь, если приедет министр, значит, комиссар тебя нужно знать, потому что, как приедет министр, у меня будет выходной, потому что я летеха. Здесь власть держит летехи, а не комиссары, потому что здесь работают летехи, а не комиссари. Так вот, мне будет тогда выходной, потому что Вильнюс далеко, Янова здесь совсем рядом. Май, столица Янова, не путайте. И он понял, сказал, экзамен сдал, давай иди гуляй, Вася. Вот так, и капитаном не стал. Так вот, а теперь про фильм, да, это что такой фильм? Здесь все знаете, коммент про экстрасенсов и так дальше, потому что здесь философия. Так вот, и фильм сняли «Зовите Витю» про экстрасенсов. Там комедия, как всегда, братюха. Какая там комедия? Там, как вы скажете, комедия. Да там не комедия, там надо сказать братве правду, знаете, как мне скажешь правду? Вот надо фильм снять про вот, есть такие, знаешь, вот такие. Что там по понятке, все, там мошенник был, обманывал, вот я слышу там, и там деньги брал, звони там бабушка, что, бабуля, подожди, мне деньги нужны, потом позвонит, все, бабуля умерла, поехал туда и узнал, бабуля, что, братан, теперь ты дар передаю тебя, как экстрасенсы, посмотрите экстрасенсы, не верьте, меня попросите самый лучший экстрасенс, это знаете, как его зовут, все всегда забывают такой крутой экстрасенс, который мастер игры играет, 3-я серия тоже будет. Так вот, это крутой фильм, 10 серий, но просмотрится на одном дыхании, потому что серия красивая, комедия, все прекрасно. Выдержано это про экстрасенс, да, потому что деньги не нужно. Какой тебе экстрасенс не будет? Вот эта сказка, знаете, вот эта сказка надо показать. Это сказка красивая, комедия. Но там спрятано, что показать, что вы поняли-то? Экстрасенсы всегда деньги будут. Отказался он работать, потому что его сердце так не останавливается, сердце братюха. Это все, знаешь, это для лохов, знаешь. Комедия так и есть для лохов, знаете, чтобы, вот так. Никто даром не работает. Всегда надо Влад чреватый. Вот не спросите у Влада чреватый. Даром никто не работает. Что думаете, он мастер игры снимается в 3-й серии? Даром работает, зато получаете деньги. Сколько вам никто не скажет, потому что в Германии вы не работали. Ман германский и русский братан сказал, знаешь, это Германия. Здесь сказать про свою зарплату никому нельзя. Ни брату, ни другу, никому, потому что это Германия. Так что, братан, ты не путай берега.
берега, это Европа, так вот, а там Россия. Там такую комедию красивую сняли. Там про ментов все нормально, мент приезжает, все, багажник сунет, все, теперь работаешь на меня. Там мент приезжает. Че, братуха, не знаете, это мент, пацан. Ты знаете, в зоне там всегда кричат: мент, мент, идут менты, знаете. Че, в зоне не был, братан, че ты в зоне не был? Я спрашиваю пацанов: какие менты, здесь ментов нету. Так он будет шмон делать, братан, а кто может шмон делать? Только мент. Ну так мент, так полиция. Братан, не путай слово мент. Есть такой сериал «Менты», мента. Мент это сериал, если это не оскорбление, что по-пацански, что пацан оскорбление, что козел оскорбление, что петух оскорбление, что дух оскорбление, что слон оскорбление. Это нормальное животное, пацанское животное, нормально. Такие фильм есть про ментов, а мент фильм посмотрел, там хороший фильм, посмотрел Порш, вот хорошо живут. Радуется, шампанское, но дело. Ну так не бывает, мент это сказка для лохов опять. А это пацанский фильм. Здесь так легко смотришь. Все по понятке. Там, ментов. Ну, я не такой был мент. Что ты меня, как всегда, такой. Я никого не брал. Давай гони бабло. Не было так. Жажу наручники делать. Все неправда. Про ментов неправда. Да, потому что я такой не был. Да. Ну, тут и написано неправдиво, это комедия, шутки, ну, шутки таких не бывает. А теперь, если начинали про ментов, так в зоне тоже менты, там ментов нет, а менты. Менты едут, менты приехали, в зоне такие, скажу. А что другие? Так мент, так все ясно, мент это мент. А что ты, я так не мент. Ну так ты пацан. В полиции какие в зоне есть пацаны, крутые пацаны, которые закон для всех одинаков. Для ментов и для пацанов закон один. Докажи, и все будет понятно. Так вот, есть пацан. Нет, неправильно, есть судья. Перед законом все равны. Литва, свободно-демократическая страна, все решают судья. Ни прокурор, ни следак, ни менток. Все решают судья. Если есть доказательства, значит, виноват, его судит судья. Не прокурор, а прокурор ищет доказательства, если знаете, да? А что полиция? Полиция работает на прокурора. Прокурор, ну что ты там поганый? Ну поганый не скажешь, ну давай быстро здесь принеси, посмотрю. А что это не сделал, что это не сделал, что ты что слепой, ты сколько классов? Я 1 класс окончен. Ты мы знаем, что ты поганый, все, 0 ты ничего не знаешь, ты что колесо, так есть в колесо, почему не взял это, не взял это? Я такой: ого, какой крутой. Ну так прокуроры самые крутые. Так давай иди сам езжай в эту и ищи сам. А что такой наезд делаешь на пацана, да? Это не взял, это не взял. Так сам иди. Мини-лохи пускай едут. И все, теперь в Литве прокуроры это не лох, это пацану скажет: езжай туда, забери это. А сам не может, потому что изменили. Они мини-лох и милохов сделали ментов. Я не менте, пацан. Ну, ты не один пацан. Так, давай скажем нормально. Если первый идет, как всегда, знает судья все решает, перед законом все равно. Потом идет прокурор, а прокурор это сделает, скажет полиции: так, и если что, заяву напишет, ну и что. А если полицейский кому дал в морду, его посадят, полицейского. Так, людей много полицейских посадили, потому что подозреваемому дали в морду, там синяк, все, за синяк надо сидеть 2 годика, потому что ты... Все, ясненько, не будем здесь говорить про синяков, про так дальше. Есть прокурор свой, прокурор чужой, прокурор приехал откуда-то, гад приехал. Так вот, не путайте берега, не буду рассказывать, сейчас рассказываем про фильм. Вот про этого мента. Ну так я не делал. Если я так делал, так наручники надел, потому что Литва это не Россия. Так а в России можно
так могут приезжать куда хочу, туда и хочу. Но там не менты приезжают, а ФСБ. Так вот. При ментов не объяснил. Да, есть полицейский пацан, полицейский мент, полицейский. Кто такой мент? Это стукач, который стукачит одними другими. Это продажная шкура, собака, как можно сказать. Так вот. Ну и самый опасный. Стукач, козел мент. Так вот, не забывайте. Есть полицейский пацан, полицейский мент, полицейский ментовский козлята есть. Ну и все самое. И самый крутой комиссар, который за все отвечает. Не путайте берега. Такой, ну потом идет прокурор и судья. Судья все решает, ну прокурор там бумаги пишет, так есть прокурор свой, чужак или приехал, гад, тебя кранты, так вот. Кому? Не бандюганам кранты, а пацанам, ментам кранты, так вот. Под полицейским кранты приехал, посмотрел, а что неправильно сделал пацан, все, перед законом все равны. И бродяги, и гору генерала, и все одинаково. Так, все, отвечаю, так вот. Все ясненько. Так там полицейских, давай бери его. Там смотрят люди, что его братом показали, все, потому что крутой такой, я ишь налоговый. Ну, налоговый так не читаем. В налоговой есть отдельный отряд, потому что есть полиция. Есть полиция нормально, пацанская, есть налоговая инспекция, потом есть ФСБ, ГРУ и так дальше, всех не почитает, а судья главный. Судья все решает. Нет, в Литве судья все решает, потому что Литва свободно-демократическая страна. А в России все решают ФСБ, ГРУ, и там мафия отдельно. Там не будем говорить, кто чего решает. Но это комедия, чтобы вы поняли, какие бывают менты козлята, да. Погнали сюда, работаем. Ну, там козлята, ты козлята, надо умным быть. Так. Все наработал, там написал. Код давай, код дали, посмотри. 1 рубль. А ты неправильно считал, там было написано, надо знать последнее письмо. И последнее письмо, код написан, там он сверка, там 1 рубль. А другой танцин. О, такой неправильно писал. Так это все неправильно писал, потому что он правильно пишет. Там все тру, всего 3 битка. А что, братан, 3 битка вам там не нужно? Так вот, ясненько, потому что ты неправильно считал письмо, потому что я двоечник, и так надо хорошо считать, чтобы знал, что где написано, что лохи, не лохи, пацаны не лохи. Так вот, ставим на Костик. Ну все, там про любовь какой. Вот сидят пацаны, нарды играют, телевизор смотрят. Ну что, ты хочешь туда? Ты чё, братан, мне не нужно, все. Вот по-пацански там разговаривали, пацаны сразу видно, как в занявке, такие пацаны крутые. Ну чё, братан, мне не нужно, чё, братан, свободен, гуляй, Вася. Ну и тогда встречают еще, в машине есть такое, чё, у меня битую машину. А мне сказали, что не битая машина, так всегда, кто продает сказки и рассказы, потому что лохов всегда нужно найти. А пацан, как сказали, пацаны сказали, если тебя обманули, ты меня обмануть не можешь, давай, братан, верни деньги, потому что я не лох. А если ты был лохом, так это твои проблемы, не мои. Ты мне продаешь пацану, значит, тебя обманули, значит, цена другая. Ты лох, все, снижай цену по-пацански, все по-пацански. Пацаны никому не платят, пацаны не лохи. Так вот, ясненько, так вот. Ну, там показали, ну, так, ну, все нормально, там. А потом приезжает это... который с такой машиной, отец какой богатый, знаешь, а там такой крутой аферист, ну все, там все круче. Ну, не буду рассказывать, что кончилось, то кончилось очень трагично, и будет 2-й сезон, потому что это 1-й сезон. Ну, если начнете смотреть этот сериал, остановиться уже нельзя, потому что если вам нравятся экстрасенсы, ну чё, молчи тогда, самый лучший экстрасенс про этот фильм. А что он скажет?
свои секреты откроет, ну, скажешь, ну чё, братан, это не по-пацански, я даром не работаю, я пацан, не лох, так вот, все нормально, там по-пацански, ну, это про пацанов показывают, как пришел пацан, ребенка потерял, мать пила, тоже поехала, сыну не доехала, что-то сердце остановилось. Бабушка тоже не дождалась, чин мошенник совсем крутой, только аферист. Ну, бабушка от него все отжала, потом опять дала, опять там все, любовь, морковь, все по-пацански, все там по-пацански. А пацаны жену иметь не имеют. Ну, такой не пацан, он только учится на пацана. Так вот. Так бывает. Бывает, и короли бывают, и пацаны, все бывает. Все ставим косики. Важно, что я пацан сигарету курил, бросил на землю. Ты взял сигарету от земли. Значит, ты кто такой? Петух. А кто-нибудь тебе скажет правду? Ты что, в зоне был? Пацан, давай езжай в зону, когда все уже знаешь. А там возьмешь от земли сигарету, покуришь и сразу становишься. Че, петухом, если не знал, петух-то гуляй, Вася, и все, и был пацан, стал петухом, а если был духом, так все равно поехал петучара, так вот, петучара, петух это нормальное слово, петучара, ну так нормально, такие менты петучара есть, а ты что думал, что в зоне только петучара, менты петучара, а кто ментовский петух? Это кто сдает своих? Ну кто меня? Я хотел стать капитаном, генералом, все нормально, здесь движуха была, все не будем говорить, хотеть это не значит, что стал, а что? Ну есть такие менты, непоганые менты-петухи, которые тебя сдали, комиссару приехали, ты, ну что, братан, взятки берешь? И все, еще хорошо, что пацаны приехали крутые. Комиссар, крутой пацан, не надел наручники два, как сказал другой петучара мент сказал, его надо на 2 сутки посадить. Ну, комиссар был пацаном, пацан пацанов не сдает. Ну, и потом мы пацанов все уволили, потому что Литва, это вам не Россия. Так вот, все ясненько, да, это про фильм, братва. Что вы поняли? Какой фильм? И вы не посмотрите, там нарды играют. Это нарды нормально. Ты что, в зоне не был? Нарды там нормально, по-пацански. Там карты пацанов спрашивают. Почему вы карты не играете, пацан? Ай, надоело. Ставь, менты придут, отжут это карты. Надо нормально на кости поиграть. Кости это хорошая игра. В зоне играют. А чё шахматы? Шахматы не все умеют. Вот бильярд в зоне играет нормально, музыку нормальную слушает, потому что зона вот хорошо. И за 1 год столько музыки литовской наслушался в зоне. Чё свобода так не может наслушаться? Потому что там в зоне приезжают, ну, все красиво. Где что русские приезжают, который песня поет, знаешь, в зоне был другой здесь приехал, так вот, нормально все для пацанов, ну извините, это про ментов песня, ну это не про вас, есть другие менты в России, так всегда, если что, гоняй на русских ментов, все будет по-пацански. Здесь Литва, я пою про ментов, а мент это слово русское, так значит, про русских ментов, не про литовских, братья, извините, такая песня, что не посадили, знаешь, в зоне, про ментов поет. Ну, это про русских ментов, так мне не сказали, что литовские. Здесь... Менты так все знают, так фильм что строит, что есть литовский мент-фильм, есть русский ментовский фильм, это про фильм менты, так все ясно, по-пацански здесь базарим, ничего не ясно, есть полиция, есть менты, есть ментовские козлята, есть ментовские петушары, вот важно, что на ментовский петушара не накатиться, да потом сдадут ментам, короче. Или комиссару приедет, потом менты с комиссарами. Хана тебе, наручники надевают. Ну, а в России сказал, ну чё, братан, у нас есть менты петушара, который
ГРУшникам, ФСБшникам там приезжают, потом ФСБшники тоже петушара, так вот, и все, и нас, нормальных пацанов, полицейских, сажают в тюрьму, потому что мы нормально работаем по-пацански. Ты что, не знаешь, если перед законом все равны, если пацан, пацан, пацан поймал пацана, и по-пацански надо все по правилам. А не так, по криминальной службе, бых-бых-бых, признавайся. Так не работает, пацаны, если чё. Пацан с пацаном всегда базарит. Чё, братюха, все? Есть в замке твои пальчики. Все, братан, признавайся, все, уже ты не отвернешься, все, тебя посадим. Чё, признавайся, братан, расскажи, что было, меньше получишь. А если скажешь не я, ну так мы сделаем вот... Экспертиза, чё, братан? Экспертиза это сила, а чё ты такой? Все, разговор окончен, не признайся, иди гуляй, Вася, посидишь там потом. Другой признайся, ну другой пришел, вот, и тебя пальчики... Так пальчики были. Так, братан, не путайте, здесь пацанский разговор. Ты чё, лох, поймался на лоха? Ты не путай, пацанский по-пацански говорят. А ты чё, не понимаешь пацанов? Посмотреть фильм? Зовите, так вот, а там такие крутые дела, короче, так, ой, эту сосиску нельзя, это старая сосиска по дешевке купил, ну так я, братан, пацан, нормальный пацан, не даду своему сыну сосиску, уж посмотри фильм, а там потом, ну я, чё, давай быстрее грибы, так лодку, ты чё, братан, здесь крутые пацаны, гонки идут, так он банкир отжал все деньги, все по-пацански, вот братан отжал деньги, один сын погиб, другой нет, бабла на университет, это что-то банкиры виноваты, все нормально по-пацански, ни одного слова про Владимира не было. Ну, другой серии в сезоне будете Владимир, как без Владимира, у Владимира остался 1 год, а газет уже пишут 3 года. Чё бы, братва, ничего не понимает, пацанский не позовет Москву. Все, годик позовет 3 годика. Так вот, 150 лет будет жить Владимир, если сделаю эксперимент. Но никто в жизни не хочет жить 150 лет. Ну вот, братики, мои пацаны сделали это хороший фильм, что вы посмотрели, поняли, что Владимир может жить и 200 лет. Посмотрите, как там живет. Знаете, я 200 лет живу здесь. Все не поняли, вот здесь. А понятно, торт не отравился, там такой сирис. Торт не отравился. От пули не убили, а показался, чё, посмотри фильмосики, узнаешь, какой крутой детектив, а там еще крутая. Так, есть сила и все, и может пара, потому что ты крутой экстрасенс, а не лох. Так вот почему живет люди, чтобы получили энергию, могли так, а там еще будет другое работать. Так что, братан, ты что думаешь? Что здесь королить? Здесь надо отдыхать в земле, там будешь работать, а потом на меня будешь работать, Владимир. И что мы встретимся с тобой? Не хотел по-пацански Москву позвать. Ну тогда вот там встретимся, тогда ты мне за все свои грехи отработаешь. И что, как сказал, знаете, не я сказал, я 0-1 класс, посмотрите фильм, как сказал Бог сказал, если ты не хочешь купить свою вину в земле, так ты ж купишь там, но там будет работать, на кого не буду. Так вот, Владимир, так что, я нет, братан, я не спешу, я всем признаюсь, братья и сестры, я много ошибок делался, извините, русские братья, я мог много вас воровал, ну извините, братья, ну так по делам, что вы жили спокойно, знаете, не будет бабла Владимира, будет все пацански. Ну все, а там потом, ну поздно, что, все, я влюбился, получил, все, свадьба, прекрасно, все, там звонит, там, ой, какой там интрига, там, там и женщинам красивым нужно посмотреть, и мужикам, все там, все по понятиям, по нормальным, там, ничего, мне последний остался 8. А что, не знаешь, что такая 8? А 8 вот так положить, что?
бесконечно работаешь будет. А влив, пацанчик-то о чем? Не один сериальчик будем смотреть, а второй. Когда второй сезон будет, пацаны? Что нормально в втором сезоне? Владимир будет там или что? Или что вы там? Здесь обзор фильма «Братюха», ну... И про второй сезон думаем, что Владимир год спустит или нет. Так Владимир остался, чем недолго, что уже 10 месяцев Владимир остался. Все, потому что он... Почему Владимир 10 месяцев? Потому что это закон, посмотрите, как в этого... Перед законом все дни. Я его позвал, выпить. А если не хочет со мной выпить, потому что ГРУ, ФСБ все знают. Не хочет сам виноват. Все, братан, ему сказали, он отказался. Все, а что нужно? Нужно мне сделать эксперимент. Можно и без этого Владимира сделать по-пацански. Так ясно. Вы хотите жить 150 лет или нет? Или вы хотите 250 лет жить, как в этом, как это... Я такой, я здесь живу 200 уже лет. Так вы так хотите жить 250 лет? Или по-пацански нормально хотите, чтобы все нормально было 150 лет? Нужно один эксперимент сделать. А Владимир как сделаем как получится эксперимент, тогда ему и скажет, чего он выводил войска из Донецка, Луганска, Крыма. Ну так не я придумал. Закон придумал не я. Вот видите, фильм посмотрите. Закон придумал не я. Правила придумал тоже не я. Такие правила. Я эксперимент. У меня эксперимент получится. Владимир выводит войска с Крыма, с Донецка, Луганска. Не я, братюха, придумал это. Ну, он может и не сказать. Давай без него прокрутим, проверим. Ну, есть какой-то нормальный пацан, который хочет жить 150 лет. Первое. Правила не я придумал. Я 0 окончен 1 класс. Вот там за спиной сидят. Ну посмотрите этот фильм и поймете, что же за спиной там сидят. И крутые, вот так надо. Чё, я сказал, никто не подписался на графа, ничего не хочет. Такие правила, не я придумал правила. Подписывайся на граф и расскажу. Ты хочешь жить 150 лет? Если ты хочешь жить 150 лет, нужно сделать эксперимент. А Владимир пускай живет 1,3 года, не важно. Важно, что ж ты хотел. Но прокрутим, если получится эксперимент, тогда придем, Владимир. Владимир, давай быстро выводи войска с Донецка, Луганска, Крым. Ну, если он не хочет, будет крутые пацаны хотят. Так сказали, все теперь вальки в Летехе занимают крутые места. Ну, давай, Летеха, провернем. Можно. Можно, по-пацански можно поехать в Грузию, Армению, потому что надо православная церковь нужна. Другая. Вот слушал, в Грузии уже можно провести этот эксперимент. Все, в Греции можно провести, Америку, куда хочет. Так кто хочет жить 150 лет? Подпишись на графа, скажу, что нужно. Нужно церковь, священник. Все, 2 нужно, а потом все, полетели, погнали, делаем эксперимент. Самое важное. Что, священник не дал задницу? Ну, свой священник был. Ну, что священник? Церковь есть, церковь, священник. И все, делаем эксперимент. Если что не так пойдет, вы посмотрите этот фильм. Потому что там показывают, если ничего не так, все, или метеорит упадет. Давай по-пацански, по-базарим, что по-пацански делаем эксперимент. Все, этот фильм все показал, через 10 месяцев рассказывать нет. Вот, неправильно, упал, зовите эту красивую девочку, там пришел, и девочки свадьба, все, гуляет девочка, все, выходит замуж, и все потеряно, братюха. Так вот, все по-пацански, там, как крутой. Ну, знаю, это сказка про таблетки. Выпил, потом тебя откачают. Это сказки рассказывают. Ну, гору генерал сказал, есть такие таблетки, пупук засунем, все, и ты упадешь без сознания, потом тебя качать нужно. Все нормально, пацански, это бывает. Это не блеф про таблетки. А не блеф, я такой, ты что, медицину окончил, братюха? Я нет, братан, извини,
Русский гору генерал, извини, я не знал про такие таблетки. Если нет, это не шутка, так извини, братан. Все, я не в делах медицине, что уже медицина такая крутая. Приехал, все нормально, пацан. Гуляй, Вася. А чё не гуляй, Вася, было нормально? Ну, гуляй, Вася, уже сказали, есть такой фильм. Так, вот, все ясно. Все объяснил, братья и сестры. 30 минут, как всегда. Все. Не смотрел, посмотри. А чё там мальчит так про экстрасенсов показывать? Чё в канале ничего нету этого? Сами знаете. А, и вон там Марокко сидит, а. Так вот. Ставим лайки, понравился, будет дальше делать про хорошие фильмы, которые обязательно вам нужно посмотреть. Где есть философия, обзор фильм, и вы узнали, что менты есть поганые, есть полиция. Важно, какая страна, есть полиция, а в другой стране есть гарда, если что непонятно. Есть полиция, есть менты, есть продажные менты. Менты козлята и менты петушар. Чё вы не знали, а чё в зоне не знали, а в зоне есть пацан. Дух пацана, который работает на пацан. Козлята, который пацан с козлом не сидят. Петушара, который может сидеть, но не с козлятом. Ну и все понятно. Слоны в Литве уже есть. Все по-пацански. Все. Не путай берега, братан. За один берег Россия, за другой Литва. На это и окончим. Все. Свобода, братан, Петюха. Важно, что ты был пацаном. Не быть петухом. Это фильм, ну.